Тем временем Парс поручает Левенту лично разобраться с ситуацией вокруг Гуль. Раз именно он когда-то подписывал с ней договор, значит теперь именно ему предстоит все закончить и разорвать соглашение. По пути к Гуль происходит неожиданное, Левент случайно задевает ее машиной. Однако Гуль сразу понимает, как можно воспользоваться моментом, она начинает изображать серьезную травму и вынуждает Левента отвезти ее в больницу. В этот момент Султан Ханим случайно замечает, как Левент помогает Гуль сесть в машину и уезжает вместе с ней. Сама же Султан Ханим в это время направлялась к семье Гуль, чтобы окончательно закрыть этот вопрос. По дороге она сталкивается с Асимом и Мини. Не скрывая раздражения, Султан Ханим прямо заявляет Асиму, что уже заплатила крупную сумму денег, лишь бы его дочь держалась подальше от Парса. Она предупреждает, если Асим сам не увезет Гуль, то ей придется действовать гораздо жестче. Более того, Султан Ханим унизительно намекает, что Гуль сначала пыталась добиться внимания Парса, а теперь решила переключиться на Левента. Когда Мини пытается вступиться за дочь, Асим резко заставляет ее замолчать. Очень скоро обо всем узнает Алишан. Он понимает, что причиной нового скандала стали его дочь Лейла и зять Левент. Не желая мириться с произошедшим, Алишан принимает суровое решение, он увольняет Левента из компании и лишает его всех полномочий. Налан и Сельма пытаются переубедить его, но Алишан остается непреклонен. Он заявляет, что Левент действовал за спиной его сына, а такого предательства он никогда не простит. Тем временем Саваш узнает, что Гуль снялась в рекламном ролике компании Акабай. Разъяренный, он сразу отправляется к особняку семьи Акабай. В этот момент Асия вместе с Аббос Ага как раз собирается выйти на рынок. У ворот их неожиданно встречает Саваш. Выйдя из машины, он резко хватает Асию за руку и пытается силой увести ее с собой. И Асия, и Аббос Ага в полном шоке от происходящего. Саваш, потеряв контроль над эмоциями, буквально заталкивает Асию в машину. Но именно в этот момент из дома выходит Парс. Увидев происходящее, Парс мгновенно вмешивается, он отталкивает Саваша, забирает Асию и жестко заявляет, что она его жена, а значит Саваш не имеет права так с ней обращаться. Саваш в ответ обвиняет Парса в том, что тот унизил его сестру, связавшись с Гуль. Эти слова становятся неожиданностью для Парса, однако он старается сохранять спокойствие и объясняет, что все выглядит совсем не так, как кажется со стороны. Позже Парс приглашает Саваша войти в дом, чтобы спокойно поговорить. Но Саваш сразу дает понять, что пришел не слушать оправдания. Тогда Парс холодно отвечает, что вовсе не обязан оправдываться перед ним, однако готов объяснить ситуацию исключительно из уважения к Асие. В этот момент появляется Султан Ханим. Саваш по привычке хочет проявить уважение и поцеловать ей руку, но она резко отдергивает ее и холодно спрашивает, кто позволил ему приходить без приглашения. Этот вопрос еще сильнее раздражает Саваша, и он резко отвечает, что ей стоит спросить об этом собственного внука. После этого Султан Ханим просит Асию отвезти Саваша на кухню, а сама остается поговорить с Парсом наедине. Она строго предупреждает его, ситуацию с Гуль необходимо решить как можно быстрее, пока обо всем не узнал Алишан. Кроме того, она требует как можно скорее избавиться от Саваша в доме. Парс уверяет бабушку, что держит ситуацию под контролем и уже занимается этим вопросом. Тем временем на кухне Саваш пытается вытянуть из Асии правду о Парсе и Гуль. Но Асия не дает ему ни единого повода усомниться в муже и не позволяет плохо говорить о Парсе. Саваш замечает ее напряжение и говорит, что чувствует, она что-то скрывает. Затем, уже не сдерживая эмоций, он повышает голос и заявляет, что, несмотря ни на что, Асия остается его сестрой, и он никому не позволит причинить ей боль. Услышав крики, Парс собирается вмешаться, но Султан Ханим останавливает его, напоминая, что речь идет о брате и сестре. Спустя некоторое время Асия приносит кофе. И именно тогда происходит момент, который удивляет абсолютно всех. На глазах у Саваша Асия садится рядом с Парсом, обнимает его, нежно кладет голову ему на плечо и целует в щеку. Даже сам Парс явно не ожидал такого поступка.
А реакция Саваша в этот момент заслуживала отдельного внимания, он буквально застыл от увиденного. Невозможно было сдержать улыбку, наблюдая, как Асия ласково прижимается к Парсу, словно маленькая кошка. И, конечно, такие теплые сцены особенно радуют зрителей. Ведь всегда хочется видеть, как любящие друг друга люди наконец находят свое счастье. А вам нравится пара Асии и Парса? Делитесь своим мнением в комментариях.